поселке Сосновый Рудник, расположенном на окраине Пермского края, жизнь текла медленно и привычно, словно подчиняясь незыблемому порядку, установленному десятилетиями тяжелого труда и постоянной опасности. Шахтеры, занятые сложным и изматывающим делом, каждое утро с неохотой покидали свои дома, наполненные теплом и редкими моментами покоя, чтобы вновь спуститься под землю, где каждый рабочий день означал риск, выдержку, мужество и иногда трудноописуемое чувство удовлетворения от успешно выполненной смены. В этом небольшом шахтерском поселке никогда не происходило ничего, что могло бы выбиться из общего ритма жизни, пока однажды привычный шум проходческих машин не был нарушен событием, которому суждено было навсегда изменить судьбу этого места. Одним из рабочих, находившихся в тот день под землей, был Илья. У него была семья, любящая жена и маленькая дочь, ради которой он терпел все тяготы профессии, и мечта о собственном доме, где они смогут жить спокойно, не оглядываясь на завтрашний день. Именно ему и его товарищам во время очередной смены довелось наткнуться на нечто, что не укладывалось ни в один из известных им сценариев. В толще породы обнаружился странный каменный саркофаг. Илья никогда прежде не видел ничего подобного. Находка была не просто массивной, она выглядела древней, словно созданной задолго до появления современного человека, будто ее изготовил иной, более могущественный народ, обладавший знаниями, утраченными в глубине веков. Длина саркофага составляла около 2,5 метров. Сначала шахтеры решили, что имеют дело с древним артефактом, возможно, с усыпальницей или остатком неизвестного культового сооружения. В бригаде поднялся шум, люди переговаривались, строили догадки, спорили и не скрывали тревоги. Когда саркофаг с большими усилиями был поднят на поверхность, к месту находки сразу же подошли мастер смены и другие рабочие, и все с напряженным ожиданием ждали, что же окажется внутри. В тот момент присутствующих словно поразило оцепенение. В каменном гробу лежала высокая женщина, выглядевшая мертвой и в то же время пугающе живой. В ее облике не было ни следа разложения, ни признаков смерти, лишь спокойствие, неподвижность и необъяснимое притяжение. Она была одета в легкое, почти невесомое платье, а ее светло-каштановые волосы с мягким золотистым отливом свободно спадали на плечи, обрамляя лицо. Большие глаза насыщенного голубого цвета были широко раскрыты, и казалось, будто они смотрят прямо в душу каждому, кто осмеливался задержать на них взгляд. Женщина находилась в жидкости розоватого оттенка, и это зрелище лишь усиливало ощущение нереальности происходящего. Все, кто видел ее, были поражены красотой и гармонией черт ее лица. Одной секунды хватало, чтобы понять, это нечто совершенно особенное, не поддающееся привычным объяснениям. Шахтеры смущались, переглядывались и пытались найти рациональное объяснение, но логика отказывалась работать. Прошло около 15 часов, и весть о находке облетела весь поселок. Практически каждый житель стремился хотя бы на мгновение заглянуть в саркофаг и увидеть загадочную женщину с собственными глазами. Она стала центром всеобщего внимания, а ее образ быстро превратился в местную легенду, которая начала распространяться далеко за пределы Соснового Рудника. Люди говорили, что, несмотря на неподвижность, создавалось впечатление, будто женщина не мертва, а лишь спит. Она прекрасна, словно сошла со старинной иконы, шептались между собой соседи, а пожилые женщины вспоминали древние предания, в которых упоминались духи, застывшие между жизнью и смертью, и души, ожидающие своего часа. Однако вскоре о странной находке стало известно районным властям. На место прибыли военные,
сотрудники полиции и спасательные службы, и их появление лишь усилило ощущение надвигающейся угрозы. Жителям было приказано немедленно покинуть территорию возле шахты. Каменный гроб, который всего несколько часов назад казался чудом, внезапно превратился в объект подозрения и потенциальной опасности, подлежащей немедленной изоляции. После того, как зевак разогнали, территория была полностью оцеплена. Медицинские работники и представители администрации составили списки людей, подлежащих карантину. Все, кто прикасался к саркофагу или находился рядом с ним, включая Илью, должны были пройти тщательное обследование. Поселок охватил страх. Слухи множились, каждый строил собственные догадки о том, что же на самом деле скрывает этот каменный ящик. Спустя несколько дней саркофаг был отправлен в Екатеринбург, где его ожидали специалисты в области биологии и археологии. Информация о находке молниеносно распространилась по стране и вскоре стала предметом обсуждения в новостных программах. История о древней женщине из соснового рудника привлекла внимание как широкой общественности, так и научного сообщества. Была сформирована специальная группа ученых, в которую вошли генетики, историки и антропологи. По их предварительным анализам, возраст женщины составлял около 800 миллионов лет, и этот вывод поверг научный мир в шок. Согласно общепринятым теориям, человек разумный появился на Земле не более 200-300 тысяч лет назад, и полученные данные полностью противоречили этим представлениям. ДНК-анализ показал принадлежность к восточноевропейской генетической группе, что вообще не укладывалось в рамки существующей хронологии. Как мог человек жить задолго до появления динозавров? Ученые пребывали в замешательстве. Ошибка ли это, сбой в измерениях или загадка, скрытая в глубинах планеты? Исследования продолжались, а общество находилось в напряженном ожидании. В сосновом руднике тем временем царило смятение. Илья, один из первых, кто увидел саркофаг, чувствовал, что это событие навсегда изменит их жизнь. Люди собирались в домах, пересказывая слухи и легенды. «Может быть, она ждет, когда проснется? А вдруг она вовсе не человек?» — говорили они, пытаясь найти объяснение в древних сказаниях. Ученые в Екатеринбурге работали не покладая рук, проводя сложнейшие эксперименты, стараясь объяснить невозможную временную пропасть. Их беспокоили не только научные вопросы, но и последствия, которые это открытие могло повлечь для всего человечества. Тесты не выявляли у женщины ни болезней, ни следов разрушения тканей. Эта находка угрожала устоявшимся научным теориям и заставляла пересматривать саму историю человеческого вида. Тем временем слухи о женщине из соснового рудника распространились по всей стране, привлекая искателей сенсаций и приключений. Власти были вынуждены усилить охрану, установить предупреждающие знаки и полностью перекрыть доступ к месту находки. Илья, прислушиваясь к разговорам и наблюдая за происходящим, ощущал, как в нем нарастает тревога. Он понимал, что стал частью чего-то неизмеримо большего, чем его прежняя жизнь. И в тот пасмурный день, когда о находке узнала вся страна, началась новая глава не только в истории маленького шахтерского поселка, но и всего человечества. Тайна, скрытая в каменном саркофаге, оставила глубокий след не только в науке, но и в сознании простых людей, заставив по-новому взглянуть на прошлое, настоящее и границы возможного. Ведь иногда история вырывается за пределы времени и пространства, меняя все, к чему прикасается. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.